that midnight glare dripping in, don't you dare. Dress cut like a sharp remark, and I like the dark with that midnight glare. With that midnight glare, can't fake what I wear. You know my taste, but not the parts I've left erased. You think we're close, but I'm not known. I built this bond with skin and bone. I'm a perfect stranger, hiding in plain view, smiling through the danger. You never saw the clues. I'm a perfect stranger, even when I'm true. You only see the version I perform for you. I'd give enough to keep you near, but never all just what you'll cheer. My voice is calm, my words are neat, but nothing ever runs that deep. I'm a perfect stranger, hiding in plain view, smiling through the danger. You never saw the clues. I'm a perfect stranger, even when I'm true. You only see the version I perform for you. Всем салам алейкум. Если меня слышно, дайте плюсик, пожалуйста, в чат. Есть связь. Если слышно нормально, плюсики, пожалуйста, отправьте в чат. Меня слышно, нет? А, есть, понятно, все хорошо. Сейчас еще чуть-чуть подождем, чтобы народ собрался. Так. Хорошо, окей, нормально. Так. Ну, можем, в принципе, начинать. Остальные догонят, да? Так. Раз. Музыка на фоне мешает вам или не мешает? Оставить ее или убрать ее? Как вы думаете?
Привет, Жень, спасибо, спасибо огромное. Музыки не слышно? Все, тогда значит не мешает. Я сам слышу музыку. Это хорошо. Итак, начнем наш рекап. И на что я хотел бы сделать акцент в первую очередь. На то, что я забыл на прошлой неделе сказать. В первую очередь, когда мы делаем анализ старших таймфреймов, мы должны определить, на какой фазе сейчас находится цена по ибда-циклам. Да? Мы знаем, что рынок движется, вообще все ценовое движение, оно происходит через механизм ибда. И как на младшем таймфрейме, так и на среднем сроке, также на старших таймфреймах цена также двигается через фазы ибда-циклов. Это аккумуляция, манипуляция, дистрибуция, ретрейсмент. Так вот, нужно определить именно на старшем таймфрейме, а точнее на месячном цикле, в какой фазе находится сейчас наш текущий месяц. Находится ли цена в фазе дистрибуции, находится цена в фазе аккумуляции, либо отката, либо манипуляции. От этого будет зависеть природа движения, ценового движения, потому что, внимание, я лучше выключу эту всю музыку, потому что в каждой фазе, внутри каждой фазы цена двигается своеобразно. Внутри аккумуляции, когда цена находится от старшего таймфрейма, допустим, месячный цикл у нас находится в фазе расширения. И вот там уже внутри цена будет двигаться на локальных циклах, допустим, на цикл 4-часовой цикл, да, и мы видим, внутри дня происходит расширение. И когда цена находится на глобальном уровне в фазе расширения, то цена будет внутри дня двигаться без особых откатов. То есть агрессивные движения будут формироваться, и недели, то есть, допустим, текущая неделя была цеп, следующая неделя тоже такой же будет, и следующая неделя тоже такой же будет через цеп. Но когда цена находится на старшем таймфрейме в фазе аккумуляции, то недели уже в таком формате, они могут формироваться через midweek reversal, через consolidation reversal. Почему? Потому что месяц, сам глобальный цикл, он находится в фазе аккумуляции. И поэтому цена будет формировать рейндж, то есть структуру рейнджа. И цена будет торговаться внутри рейнджов. Или рейнджей, как это склоняется, хер знает. По-русскому у меня не было пятерка. Так что будете понимать, как я говорю. Так вот, вот это надо в первую очередь нам определить на старшем таймфрейме. И теперь, сейчас я разделю на месячные циклы. График, вот так сделаем. И здесь тоже monthly. Хорошо. Вот у нас это предыдущий месяц, июнь был. И как мы видим, этот месяц, целый месяц июнь, он находился
фазе аккумуляции. Цена формировала ликвидность. И он торговался в диапазоне вот этого рейнджа. Вот. Здесь sell side рейнджа. И наверху у нас будет так, buy side текущего рейнджа. Buy side ликвидность. И цена, как мы видим, она торговалась вот в диапазоне вот этого рейнджа. И мы здесь формировали, просто тупо формировалась ликвидность. Учитывая это, мы... Так, плюс. Учитывая это, мы могли бы уже, как бы, если бы вы знали бы заранее, да, этот момент, вы бы уже могли бы определить на 50%, на 60-70% свой bias. Почему? Потому что торговля внутри рынжа, она тоже своеобразная. И кто знает, либо кто проходил, может, кто-то покупал курсы, как торговать внутри рынжа, то есть своя специфическая сторона такой торговли. То есть ты торгуешь только внутри рынжа и таргетируешься. Ты сначала, первая задача, определить рейндж. Вот, мы, допустим, определили. И потом делишь этот рейндж на премиум и дискаунт. На премиум и дискаунт. И когда цена поднимается в премиум, твоей целью, твоим таргетом становится 0,5 уровень. Это несгораемый уровень. И уровень, где ты на 80-90% точно получишь свой тейк. И вот здесь, если посмотреть, вот мы разделили рейндж, да, вот тут уже. Допустим, вот здесь было понятно, что цена теперь будет двигаться по направлению премиума. И если вы здесь, вот тут, после того, как увидели слом структуры и вошли в позицию, то вашей точной 100% точкой take profit был бы вот этот 0,5 уровень всего вот этого рейнджа. Потому что цена 1000% придет на этот уровень. Она может отсюда сделать откат, но прийти сюда она обязана. Поэтому если нюанс торговли внутри рынжа, она дает еще преимущество. Но только если ты знаешь, как это торговать. И точно так же, когда цена находится в премиуме, ты таргетируешься опять-таки на 0,5 уровень вот этого рынжа, и твой тейк всегда будет отработан. Вот. Вот цена спустилась на эквилибриум, потом заново поднялась в премиум. Спустилась затем тоже до эквилибриума, потом сделала откат обратно. После этого вот спустилась уже в дискаунт, глубокий дискаунт-тест. И как только вот цена поднималась в премиум, так, сделаем вот так. Вот в премиум цена всегда работала через вот этот уровень 0,5. В премиуме, если цена находится, ты целишься на 0,5 уровень, и ты получаешь свой take profit. Если цена находится в дискаунте, ты обратно целишься в 0,5 уровень, ты опять получаешь свой профит. Есть еще другие нюансы, я просто говорю так, под итогов, да, сделав под итог, чтобы общую картину, чтобы вы поняли, как нужно было торговать. А так, цель понимать, в какой фазе находится цена на старшем таймфрейме. И исходя из этого, уже торговать внутри дня. Вот так делается правильный анализ. Если вы не знаете, на какой фазе находится цена на старшем таймфрейме, то вы будете все чаще и чаще ловить стопы, и ваши тейк-профиты не будут отрабатывать. Допустим, вот этот месяц, это был июнь месяц. Рассмотрим предыдущий месяц, май месяц. Здесь цена находилась уже в фазе дистрибуции. Тут уже, вот, когда цена находится в фазе дистрибуции, цена двигается совсем по-другому.
Вот. Без глубоких откатов будет двигаться цена. Вот тут, может быть, кто-то, ну, большинство из вас, скорее всего, ожидали, что цена будет спускаться в дискаунт, потом будет продолжать свое движение, а дискаунт опять. Но нет, если вы не знаете природу движения, движения цены внутри фаз, то вам трудно будет уже внутри дня торговать. То же самое, вот здесь уже цена находилась в фазе манипуляции. Так, если сделаем вот на часовом таймфрейме. Вот тут, видите, этот промежуток, ценовой промежуток, здесь снова цена находилась в аккумуляции, аккумуляционная фаза. Здесь снова цена будет работать с эквилибриумом, либо 0,5 уровнем вот этого ренжа. Это надо понимать. Поэтому почти все менторы говорят, то, что первый шаг на анализе это начинается со старших таймфреймов. Старший таймфрейм. А на старшем таймфрейме что мы делаем? Мы определяем именно вот ибдо-циклы. На какой фазе находится на данный момент твой старший таймфрейм. Находится ли она в фазе аккумуляции, фазе манипуляции, либо откат, либо расширение. Поэтому это важно знать. Исходя вот из этой информации, ты уже торгуешь внутри недели, внутри дня. Я это хотел сказать на прошлой неделе, но я забыл про это. Так, минутку, ребята, я сейчас на секунду отлучусь. Мне звонят. Минутку. Алло. Так, продолжаем. И вот если бы уже вы знали бы то, что цена здесь находится в фазе аккумуляции, вы бы торговали бы, зная это, да, у вас был бы уже фундамент для торговли внутри недели и внутри дней, да, потому что вы знаете, что цена будет формировать ликвидность, и она будет находиться в фазе консолидации. И вот весь этот месяц он формировал ликвидность. Теперь наш предыдущий месяц закончился, и начинается новый месячный цикл. Новый месячный цикл. Так, если мы разделим это на квадранты. Так. Так. Это уже квартальный цикл от годового. Годовой. И мы видим то, что вот тут цена в первом квартале она сформировала частично аккумуляцию, поймала, потом у нас была манипуляция. И во втором квартале мы начали дистрибуцию. После завершения фазы дистрибуции цена начала формировать ликвидность, аккумуляционная фаза. И сейчас начинается третий квартал годового цикла. И третий квартал, здесь мы можем что ожидать? Здесь мы можем ожидать одно откатное движение. И это будет манипуляцией. Либо в sell side, скорее всего, цена будет двигаться в sell side, да, для сбалансировки вот этого рейнджа. И затем мы продолжим вот это движение. И вот в формате вот этого всего одного годового цикла у нас будет сформирован один PO3 внутри года. PO3. Что это такое PO3? Это аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. Так, это не надо нам. Это аккумуляция, манипуляция и дистрибуция.
Итак, у нас была уже аккумуляция, манипуляция тоже была, и сейчас цена находится в фазе дистрибуции. В фазе дистрибуции, да, кто, если изучал ибда-циклы, они знают. Мои студенты, во всяком случае, точно знают, то, что внутри фазы дистрибуции цена, как должна двигаться цена. Так вот, и вот тут мы видим, что происходит аккумуляция, и после аккумуляции должна всегда идет манипуляционная фаза. Так что мы здесь будем просто должны дождаться манипуляционной фазы, и после завершения манипуляции поймать дистрибуцию. Если вы поймаете и будете держать до конца года, то у вас будет просто нереальный профит к концу годового цикла. А так, в целом, я вот так делаю такой анализ, предполагаю. Но это всего лишь вероятности, это предположение. На прошлой неделе я говорил, то, что цена должна спуститься в sell side и должна завершить фазу MXM. Вот эта фаза была. Сейчас я включу разделители недель, чтобы было понятней. Месяц можем убрать. Итак, вот. Вот здесь у нас мы видели, что началась MXM модель в sell. И прогноз был то, что это движение продолжится в шорт. Но я на прошлой неделе не учел один момент. Я говорил то, что здесь у нас была отложенная доставка, да, deferred delivery. Цена пришла в диапазон. Так, сейчас я включу. М15 не нужно, H4 так. Либо сделаем вот так. Пратик. Привет, привет. Пратик. Я разделю на недельные вот эти. Здесь неделя. И здесь неделя. Так, H4. Вот. Предыдущая неделя. Здесь я говорю про предыдущую неделю. Мы пришли здесь в диапазон 4-часового имбаланса. И тут у нас была отложенная доставка, да? Вот это отложенная доставка. Теперь, если кто смотрел урок мой про отложенную доставку, про deferred delivery, задам вопрос вам. И как раз проверю, насколько внимательно вы изучили этот урок. Да? Вот тут, если происходит отложенная доставка у нас, вот здесь, да, давайте я сейчас даже буду чертить. Вот отсюда у нас начинается отложенная доставка на buy. Вопрос теперь вам, кто смотрел этот урок. Как должно формироваться ценовое движение вот здесь? Что должно быть сформировано? Допустим, при движении в buy, как цена должна двигаться? Кто знает это? Если вы угадаете этот вопрос, значит, вы уже на 70% освоили хорошо этот урок. И этот урок будет очень важным. И на будущее вы можете просто на базе одного урока делать хорошие профиты. PO3, да, PO3 это ясно, да, здесь должна быть аккумуляция, потом манипуляция, дистрибуция. Но, я имею в виду какой момент? Сейчас я вам еще раз объясню. Я имею в виду вот это движение. Вот когда отсюда начинается как раз-таки отложенное движение. Движение, которое ставит на паузу вот это движение. Вот здесь мы ставим на паузу, и начинается отложенное движение. Как оно должно формироваться? Кто-нибудь вникал вот это? Это важный момент очень. Но я уверен, что кто давно смотрит мои рекапы, они знают ответ. Вы точно знаете этот ответ. Он очевидный.
Просто даже логически, если подумать, вот здесь у нас происходит движение, да, вот это лонговое движение. Оно нацелено на вот эту ликвидность. Так, оно создает при входе ликвидность для того, чтобы потом... Браво! Бинго! Бинго! Есть. Правильный ответ дала Женя. Сейчас я вам теперь это покажу. Внутри вот этого движения цена должна создавать у нас low resistance ликвидность для будущего вот этого движения. Чтобы вот это движение у нас было не в... как бы... как сказать это? Не порожниковое, да, если говоря уличным языком, чтобы здесь, когда цена будет всё двигаться в шорт, оно вот тут, в этом движении, собирало ликвидность. Поэтому здесь должна создаваться low resistance ликвидность. А тут мы видим, эта ликвидность была только вот тут собрана, а вот тут все это движение, оно было пустым. Это было пустым. Здесь не было low resistance ликвидности. Вот начиная вот отсюда, до отсюда нету вообще нету ликвидности. Нет никакой ликвидности. Поэтому цена что сделала? Так. Блядь, что-то я не то сделал, да? Поэтому цена здесь, вот здесь уже сформировала эту low resistance ликвидность. Вот. И истинная, настоящая отложенная доставка произошла вот тут. Во всяком случае, я так вижу. Может быть, я буду неправ. Но, исходя из своих знаний, я вот предполагаю именно такое. Потому что здесь не было создано, здесь цена не создала никакую ликвидность. Вот. А условия отложенной доставки, при отложенной доставке должна создаваться новая ликвидность, чтобы цена при падении, вот это падение, при падении она собирала ликвидность. А мы видим, здесь нет никакой ликвидности. Вот это движение на buy side, оно было импульсным, и не было никакой ликвидности сформировано. Просто внутри вот этого движения лонгового цена зачистила buy side ликвидность. Вот это движение просто было для зачистки buy side. Все. И можно сказать то, что это была реакцией на вот этот 4-часовой имбаланс. И все. Цена пришла, сбалансировала имбаланс, затем получила от нее реакцию и сделала откат. Да, чтобы чтобы движение не было впустую. Для этого должна была сформироваться low resistance ликвидность. И вот здесь мы видим теперь, вот она, эта low resistance ликвидность сформировалась. Вот. Видите, равные все. Вот тут это самый смачный кусок. И если посмотрим еще на левую сторону, на историю, тут еще есть вот продолжение вот этого движения. И теперь вот это все в совокупности, вот, оно составляет теперь ликвидность, полку ликвидности, потому что кто-то зашел здесь в лонги, поставил стоп сюда, кто-то сюда поставил, кто-то здесь еще стоп держит, кто-то вот тут. При откатном движении большинство, кто здесь входил, куда они отодвигают свои стопы? В надежде, что цена отсюда развернется. Они еще ниже откидывают свои стопы. Вот сюда, либо на самый свинг-лоу. И таким образом здесь алгоритм накапливает тонну ликвидности. Тонны ликвидности. И через вот это все движение алгоритм и обманывает большинство трейдеров. Большинство трейдеров. И плюс, учитывая, что цена на месячном цикле у нас находится, опять-таки, в консолидации, в аккумуляции, то сейчас опять... я удалил его.
Вот. Да, low resistance ликвидность. Плюс теперь... Сейчас. Это не нужно, это не нужно, это тоже не нужно. Все. Так. И теперь, как мы здесь должны были работать, да? Я говорил, мы ожидали, что шарты будут, но внутри этой недели цена не спустилась в этот sell side. И здесь уже неделя закончилась, и отсюда начинается новая неделя. А в новой неделе значит что? Это новый цикл PO3, новый цикл квартальной теории. И уже для новой недели у нас рабочим рейнджом будет предыдущая неделя. Так же, как и, допустим, вот в понедельник мы работаем с рейнджом пятницы, суть та же самая. Когда мы работаем в понедельник с рейнджом пятницы, значит, в каждый новый день для нас рабочий рейндж это будет рейндж предыдущего дня. И то же самое у нас на недельных. Для новой недели наш рабочий рейндж это рейндж предыдущей недели. И относительно него мы определяем премиум и дискаунт для цены. И если мы отметим вот этот рейндж предыдущей недели и разделим его на премиум и дискаунт, то в понедельник цена находилась в дискаунте. И если цена намерена спуститься ниже, глубже в дискаунт, что она должна сделать? Она должна обеспечить балансировку премиума. Так, вот так. Вот. Так, вот. Теперь правильно. Цена должна обеспечить баланс премиум массива. У нас в начале недели цена и так находилась теперь уже в дискаунте. И тут можно было уже подстроить для себя сценарий. Сделаем вот так, допустим. У нас вот такая картина была на начале текущей недели. В начале текущей недели. Теперь мы знаем, что вот здесь у нас накоплена ликвидность, и цена находится в дискаунте, и она должна минимум добраться до сюда. Мы должны были здесь просто отметить наши POI. Переходим на H4. Теперь отмечаем POI. У нас здесь в премиуме находится вот этот 4-часовой имбаланс. H4 LFEG. Вот он. После него у нас находится вот этот брейкер-блок. Этот брейкер-блок либо уровень цист. Вот. И вот эти два уровня, они должны удержать цену. Как мы строим анализ в начале недели? Я вам показываю. Я объясняю. Можете просто внимательно смотреть и потом дальше тренироваться уже дома сами на истории. Вы можете также делать анализ. И вот наша неделя, мы определили рейндж, затем определяем POI, вот у нас 4-часовой имбаланс, либо ордер-блок здесь отмечаем. Вот ордер-блок отсюда на 6-часовом таймфрейме, на дневном. Давайте я покажу на дневке. Итак, вот это нам уже не нужно. На что мы должны обратить внимание? Вот этот хай, он формирует равные хаи вот с этим. Но мы должны брать для работы dealing range.
Dealing range мы берем самый близкий к текущему времени. И самый близкий dealing range это находится вот как раз и high предыдущей недели. Определяем его. И внутри этой структуры мы должны отметить ордер блоки либо имбалансы. Вот тут есть дневной имбаланс. Вот он, daily. После него самая последняя зона это вот этот rejection блок. А до него вот этот ордер блок. Можем отметить этот rejection блок от дневного таймфрейма в качестве последней зоны сопротивления, который должен удержать цену от роста. Потом спускаемся на H4 и там уже смотрим на структуру. Вот мы здесь уже отметили H4, здесь rejection блок, и вот тут начинается ордер блок. Вот эти все три свечи, они в целом составляют один ордер блок бычий. Окей, отметили. И теперь смотрим, как цена здесь теперь в текущую неделю она сформировала какое движение. Вот это текущая неделя. И куда она приходит? Она пробивает диапазон этого 4-часового имбаланса. Но сначала она показывает реакцию на дневной имбаланс, ровно 0,5 уровень. Показала реакцию, отсюда получили откатное движение. Затем этот уже имбаланс, все, он уже отработал свою миссию. Его можно удалить. Остается 4-часовой имбаланс. И что делает цена? Цена импульсивно пробивает этот 4-часовой имбаланс. Значит, она вообще не смотрит на сопротивление этого. Он, значит, не работает. И остается теперь у нас вот последний уровень сопротивления. И тут мы должны были просто наблюдать за ценой. На 4-часовом цикле мы прекрасно вот здесь все показывает. Сами свечи показывают все. Вот тут был. Цена сделала что? Протестила как раз-таки уровень циста. И 4-часовая свеча закрылась внутри предыдущей вот этой свечи. Здесь уже можно просто догадаться по концепции CRT, да, Candle Range Theory, когда формируется вот такое ценовое движение, что свеча, зачистив buy-side ликвидность предыдущей свечи, закрывается внутри рейнджа, это говорит о том, что следующим таргетом будет ровно вот эта противоположная сторона этой же свечи. Вот. Кто не понимает, о чем я говорю, можете посмотреть мой урок про Daily Bias. Там как раз-таки про это говорится. Вот. И вот здесь, вот это движение на buy, оно все еще находится внутри медвежьего order flow. Внутри медвежьего order flow. Вот у нас здесь это медвежий order flow, да. И здесь самый последний уровень это вот этот бычий ордер блок. Это бычий ордер блок. Если цена бы пробила бы и закрылась бы телом выше него, все, это говорило бы о том, что вот здесь полный разворот уже произошел. И теперь это не откатное движение, а цена зашла в фазу дистрибуции. Вот это было манипуляцией шартовой, и здесь цена было бы подтверждением, что цена находится в фазе дистрибуции в лонг. Но мы видим, что этот ордер блок, вот он удерживает цену. И плюс реакция на уровень цист. И отсюда свечи на H4, на H1 показывают, что вот это лонговое движение здесь завершается. Оно уже дошло до своего максимума. Если спустимся уже на M15 и сделаем анализ через OTE,
Вот. Вот и это все можем убрать, это все тоже можем убрать. Это тоже. Так, перейду на H1. Так. Вот. И вот 0.79 уровень от OTE. Сами свечи показывают, как они закрываются здесь. Вот. Вот это уровень 0.79. И вот как закрываются свечи здесь. Это уже сигнатуры, это алгоритмические сигнатуры. Окей. Это мы поняли, допустим, да? Теперь перейдем на H4. Перейдем на H4. Так. На D1. На D1. Вот этот диапазон у нас будет ордер блоком. Это ордер блок. Вот это ордер блок. Так. И этот диапазон я разделю на квадранты. Теперь на H4 посмотрим. Вот я убираю. И вот. Вот диапазон ордер блока. И как цена опять повторяется. Каждую неделю я вам показываю это. Вот сигнал. Где закрываются свечи ниже уровня EOFED. Да, International Order Flow Entry Drill. Вот здесь самая последняя капля как бы подтверждения. Именно через такой анализ. Вот здесь сам алгоритм уже говорит нам: все, ребята, я свою миссию выполнил внутри лонгового движения, теперь будет разворот тренда. И тут в разворот тренда был бы как? Вот здесь мы уже отметили, да, наш уровень цист, что цена показала свою реакцию на 4-часовом таймфрейме. Вот он был цист. Здесь показала свою реакцию к этому уровню. Опа. Теперь наш один. Отмечаем. Здесь теперь важно, да, знать, что такое цист. Что такое цист? Мои студенты, еще раз повторяю, это больше акцент для студентов. Нужно всегда понимать механизм формирования циста. Если вы будете знать это, как он формируется и какие условия должны быть сформированы для того, чтобы подтвердился цист. Вот, если вы это знаете хорошо, то вот тут, зная это, уже можно отмечать вот эту свечу уровнем циста. Вот, кто, если не знает, еще раз, это уже обращение к студентам, еще раз пересмотрите урок про цист. Это очень сильный элемент внутри концепции ICT. Если вы хорошо овладеете именно этим инструментом, то вы приобретете очень сильный инструмент в свой арсенал. Так, вот здесь закрывается свеча вот пробила уровень ЦИС и закрылась ниже. Значит, вот здесь формируются у нас displacement candles. Вот первый, второй, третий. 3 свечи формируют displacement candles. И вот вам, пожалуйста, модель входа 2022 ICT. Так. Кто не изучал эту модель входа,
рекомендую вам изучить этот момент еще раз, потому что это один из самых сильных моделей входа, да, и часто повторяющихся моделей внутри рынка. Что у нас происходит здесь? Так. Здесь формируется, то есть снятие ликвидности, снимается ликвидность. Если вы спросите, какую ликвидность здесь цена сняла, то вот тут это азиатская сессия. Если даже цена не сделала свип, но если сделать анализ, линейный анализ, вот, настоящая ликвидность вот тут находится. Вот она. И фитилем, вот этим фитилем, здесь цена сняла ликвидность. Значит, снятие было. Затем, после снятия, слом через цист есть. Displacement candle сформированы, поставили галочку. Внутри displacement candle сформировался ли FEG? Да, сформировался. Вот он. Так, вот FEG. Значит, все идет по критерию 2022 ICT Entry Model. Все необходимые условия сформированы, и они вот можно ставить просто по одной галочке, галочку, и все здесь вот. Все критерии соблюдаются. И остается просто вот тут выполнить вход для вас. Если вы выполнили бы вход, теперь, это, так, это конец вторника, да, конец вторника. Надо всегда делать анализ по структуре, какую структуру цена нам нарисовала. Это называется анализ по price action, по ценовому движению. Окей, мы здесь сформировали, здесь было LMXM, кривая продаж, тут кривая покупок. Кривая покупок для сбалансировки вот этого рынжа. Это LMXM для сбалансировки рынжа. Не для LMXM, не для охоты за ликвидностью, а для сбалансировки. Если вы поймете разницу вот в этом, то вы будете меньше ошибаться. MMXM структуры формируются в двух видах. Первое, MMXM для охоты за ликвидностью. Второе, для сбалансировки. Вот, допустим, вот здесь у нас была кривая опять MXM buy model, да, то есть кривая покупок была сформирована. Вот здесь уже кривая продаж, она была для сбалансировки. Для сбалансировки. И тут то же самое для сбалансировки ренджа. И мы видим, что это рендж идет сужение ренджа. Рендж сужается. Обычно, когда такое формируется, после вот этого сужения происходит импульсивный взрыв. И цена импульсивно падает в одну сторону, либо делает пробой вот этого ренджа. Это хороший признак. Значит, нас ожидает сильное агрессивное движение в скором, потому что цена сужается. Окей, и тут, вот здесь, когда мы уже подтвердили, здесь был и SMT дивергенция была, и слом, и все остальное. Значит, вот тут мы подтверждаем разворот тренда. Если разворот, мы сразу смотрим на левую сторону, что было здесь уже сформировано. Допустим, сейчас, как это, вот цена, допустим, еще находится вот в этой фазе. Вот она. Вот в этой фазе. Я в прошлом уроке тоже объяснял то же самое, да? Если кто-то помнит, если нет. Внутри MMXM модели мы должны отметить фазы аккумуляции и реаккумуляции. Это вторая вот. Здесь уже вторая фаза, вот тут была первая фаза. Значит, нас интересует вот эта вторая фаза, последняя фаза перед концом. Как цена должна здесь двигаться с правой стороны? Что она должна здесь делать? Цена должна вот тут спуститься
должна сделать захват ликвидности и потом возвращается обратно в range и делает захват этой ликвидности. Вот тут и происходит отложенная доставка. Затем она продолжает свое движение. Теперь вот эта ликвидность. Вот эта ликвидность первой фазы. И если посмотреть вот сюда, вот, что здесь произошло? Именно вот этот механизм здесь и был отработан. Вот он. Цена пришла в фазу реаккумуляции, вот здесь, сняла sell side, затем обратно вернулась за ликвидностью уже. Вот. Все это повторяется. То же самое было и на прошлой неделе. Вот здесь было. Да, и я вам показывал. Вот эта фаза реаккумуляции. И цена сделала захват ликвидности sell side и отсюда развернулась снова на buy. Вот. Потом снова упала. То же самое здесь происходит. Если вы достаточно хорошо будете внимательно смотреть, либо если хотите научиться именно так делать анализ, то добро пожаловать в нашу команду. Можете приобрести мой курс, основной курс. И как раз-таки там я обучаю вот этому всему. И еще один момент, ребята, кто если смотрит, просто наблюдает и не является студентом. Все, что я объясняю здесь на стриме, это лишь верхушка айсберга. Я 80% информации не говорю. Да, потому что остальное у меня в основном курсе. Многие, может быть, думают, что вот этой информации достаточно, все хорошо, и потом идут, работают над этим и добиваются успехов. Если они хорошо как бы умеют ловить информацию, то даже этой информации для многих бывает достаточно. Но если вы хотите системно понимать движение цены и хотите торговать с пониманием рынка, а не наугад, то внутри этого курса как раз-таки дается такая система. И когда вы уже, допустим, освоите эту информацию, которая дана внутри курса, и потом уже будете смотреть эти недельные рекапы, то у вас будет уже совсем другое видение. Почему? Потому что у вас будет база сначала, фундамент, да, как нужно понимать MMXM модели, как надо делать анализ через квартальную теорию, на что надо обращать внимание в double purge концепции. Когда у вас будет полное, детальное понимание всех этих концепций, и вот потом вы будете уже смотреть за этими рекапами, то будет уже происходить запрессовка вот этих знаний. То есть плотность понимания вашего ценовых движений, оно будет все плотнее и плотнее. И моментов, которые оставляют у вас вопросы, их будет все меньше и меньше. Для многих, допустим, кто смотрит сейчас, если не знает, что такое MXM-модель, для них это, конечно же, непонятно, что такое реаккумуляция фазы, что такое редистрибуция, или вообще, что такое LMXM, для многих непонятно. Квартальная теория непонятна для многих. Вот, допустим, здесь можно было бы сделать анализ недели через квартальную теорию. И первая неделя у нас была продолжением аккумуляции. Вот. Вот здесь была аккумуляция, началась в пятницу. В понедельник мы продолжили. Затем сделали манипуляцию и расширение. Но вот это движение в понедельник, оно было продолжением цикла, который начался в пятницу. Поэтому у нас здесь понедельник считается иксом. А если понедельник X, то неделя у нас формируется по модели XXAMD.
И вот, пожалуйста, значит, если это было XAMD, то, то манипуляция вот, должна была быть в третьем, в Q3, то есть в среду. Но те, кто знают концепцию квартальной теории, они знают, что манипуляция, она может быть иногда, иногда начаться чуть раньше, и это попадает в конец Q2. Зная эту информацию, вот тут можно было бы уже предположить, значит, это было X, аккумуляция была здесь, здесь мы сделали манипуляцию, собрали buy-side с аккумуляцией, и вот тут мы видим слом. Вот тут, либо в Q3 вам нужно было просто дождаться подтверждения слома. Вот здесь у нас подтверждается еще раз слом через цист. Далее вы могли бы просто поймать вот эту дистрибуцию в шорт. И это и есть системный анализ, совокупный анализ, когда вы делаете анализ через разные концепции. Допустим, один метод анализа, он может быть недостаточно неполноценным, либо он может давать неполноценную картину. В таком случае вы подключаете второй метод анализа и делаете через него. И если второй метод анализа подтверждает ваш первый, потом еще делаете еще третий, дополнительный, и он тоже подтверждает идею первых двух, в таком случае вероятность ошибки у вас намного сокращается. И именно такому методу анализа я обучаю в своем менторшипе. И сейчас я покажу как бы свои сделки и сделки студентов. Да? Кто-то может сказать, ага, когда уже ценовое движение сформировалось, легко сделать все это объяснить, когда уже оно сформировано. Окей, я тоже соглашусь с этим. Но у меня есть аргументы в сторону того, что я торговал, вот это все движение отторговал, зная и понимая, куда двигается цена и зачем она двигается, и откуда будет разворот. И поймал это все движение. Единственная разница именно в этом. Вот тут есть менторы, которые объясняют на истории, показывают результаты что-то, и потом начинают рекламу, хайп в свою сторону. Да. Разница между мной и другими менторами, то, что я объясняю своим студентам, и потом во время стрима я смело общаюсь со всеми. И любой студент, допустим, кто-то пришел ко мне, обучился и не получил то, зачем он пришел. Он может смело зайти в любой мой стрим и там уже начать меня обсирать и говорить что угодно. Вот в чем разница между уровнем ментора. Если человек уверен в себе, в том, что он дает правильную информацию, продает качественный материал, то никто никогда его не будет обсирать или просто хаять его за его спиной. Почему многие продают свои курсы, но они не делают никакого стрима, никакого общения с реальными людьми, нет у них. Все таинственно, все закрыто, закрытые сообщества, закрытые комьюнити, все закрыто. Окей, ладно, хорошо. А почему ты не можешь выйти просто пообщаться с людьми в реале? Если ты такой хороший супер трейдер, супер ментор, выйти в публику. Вот я именно так и делаю. Я думаю, что именно таким образом можно отфильтровать как бы шарлатанов и людей, которые действительно понимают и обучают других людей.
И плюс еще дополнительный фактор — это не мои сделки, я здесь же не показываю только я показываю сделки тех людей, которые когда-то тоже наблюдали в "Ютубе", либо наблюдали в Discord-сообществах за моими сделками. Они тоже были когда-то зрителями, тоже смотрели вот так, и потом решились приобрести курс, решились получить, этот менторшип. Прошли обучение, и сейчас я делюсь их результатами. И вы можете спросить любого, каждого из них за моей спиной по поводу, как я обучаю, какой у меня метод, какой у меня подход. И каждый скажет то, что помимо технической стороны, этот человек, он дает еще ментальную поддержку. Потому что ментальность для трейдера — это намного важнее, чем техническая сторона. Если ты получаешь техническую поддержку, да, ты укрепляешь свою технику, но у тебя ментальность хромает, то все, что ты получил, эти знания, они просто могут быть неэффективны. Потому что будет хромать твоя ментальность, психология будет подводить тебя. Насколько бы ты хорошо не знал технику выполнения входа, технику выполнения, допустим, анализа. Допустим, ты зашел в сделку, и твой страх, психология, когда будет сделка, допустим, идти в твою сторону, и ты видишь то, что ты находишься в профите, от боязни, что ты можешь потерять это уже фобия. Ты будешь закрывать сделку раньше. Когда ты можешь получить РР 1 к 7, 1 к 10, ты будешь закрывать РР 1 к 2. Либо, когда цена будет двигаться против тебя, и ты будешь находиться в просадке, ты будешь закрывать сделку сразу, заранее. Опять-таки, потому что психология будет тебя подводить. Но если у тебя твой ментор работает еще с точки зрения психологии, объясняет тонкости, как надо проходить эти этапы, как надо работать в таких ситуациях, чтобы подправить свой менталитет, чтобы выйти. У большинства трейдеров, которые приходят на обучение, у них фундамент не ICT, а другие концепции. И когда они начинают изучать ICT, то две концепции начинают варить кашу в голове. Начинается путаница. Ты пытаешься сделать анализ по ICT, но инерционно, автоматически ты возвращаешься к старой концепции, и мозг вспоминает это все и начинает делать анализ с точки зрения той конфигурации. Как это надо пройти, как надо отвязаться от этого всего. Это все работа ментора, работа учителя. Сам ученик, ему будет сложно, если он будет и обучаться, еще как бороться с психологией, это будет двойное давление, это сложно. Многие студенты, когда начинали обучение, и сейчас, помимо вот этого технической стороны, мы с ними еще работаем именно со стороны ментальности, психологии. Потому что когда ты рискуешь своими деньгами, когда ты тратишь свои деньги, плюс немалые ресурсы, то потеря этих ресурсов очень сильно начинает бить по психологии, по уверенности своей. И таким образом вот здесь мы видим, что вот как только цена вот пришла во вторую фазу реаккумуляции, здесь можно было поймать лонговое движение с таргетом на этот свинг-хай. Затем, когда ты уже знаешь, как должна будет двигаться цена, вот здесь, в этом регионе, ты бы здесь поймал бы вход после формирования SMT-дивергенции. А тут SMT по-любому будет у тебя всегда. Да? А откуда это SMT здесь всегда должно быть? Вот это немногие знают.
Вот, пожалуйста, SMT-дивергенция, вот она сформировалась здесь. Плюс вот здесь это был четверг, и нон-фарм был. Как торговать на фоне новостей, да? Тем более на индексах, как торговать на индексах. Большинство боятся торговать индексы. Сейчас я вот это здесь выключу. Восемь часов. Вот здесь был у нас новости non-farm unemployment rate, потому что в пятницу были банк holidays, из-за этого отчет non-farm вышел в четверг. И вот это движение здесь, кто поймал, тот поймал, молодец. Большинство боятся торговать. У меня есть еще курс по торговле на новостях. И сегодня я покажу то, что это движение тоже я поймал. Торговля на новостях, у него тоже есть свой алгоритм, тоже есть свои закономерности. Если вы будете знать, как это все происходит, на что надо обращать внимание, то на новостях тоже можно торговать. Можно понять природу торговли на новостях. В общем, здесь тоже был MMXM, кривая покупок, и здесь формируется кривая продаж. Я думаю, что новая неделя, надеюсь, что откроется с гэпом. Так, сейчас сделаем вот так. Новая неделя откроется с гэпом. Здесь в пятницу, хоть и были Bank Holidays, но несмотря на это, цена уже пришла, ребалансировала диапазон пятницы. Так, вот. Вот здесь high и здесь low. Вот диапазон. Делим его на премиум. Так, дискаунт. Цена уже находится в премиуме. И вот осталось только вот один имбаланс, 15-минутный имбаланс, который не сбалансированный вот здесь. Вот он. И с открытием новой недели цена, может быть, поднимется чуть выше и потом упадет. Потому что у нас в sell-сайде просто куча ликвидности сформирована. И это является основным таргетом. Плюс начинается теперь истинный цикл, месячный цикл будет начинаться как раз-таки со следующей недели. И вот эта первая неделя, она даст нам картину, как будет формироваться следующий месяц июль. Именно Q1 месяца даст нам понимание, будет ли модель XAMD, либо AMDX. И исходя из этого мы можем дальше уже торговать и делать свои прогнозы, свои анализы. Теперь давайте разберем сделки студентов, как они отторговали эту неделю, на что обращали внимание. Так, начнем. Вот. Отсюда. Вот здесь, отсюда начинается наша... нет, вот. Начал нашу торговую неделю Роман. Вот даже Роман. Один из тех людей, который может подтвердить, да, помимо технической стороны, насколько является важным работа еще психологическая работа со студентом. Вот Роман, он один из таких ярких примеров этому. Когда он пришел, потому что он объяснял свою ситуацию, все рассказывал. И мы, кроме того, что он проходил обучение как раз-таки технической стороне, мы еще много общались именно по психологии. И кроме него и другие остальные студенты тоже. У многих это. Есть еще студенты, которые вообще не пишут.
те, которые приобрели курс, да, но вообще не пишут. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, как бы, честно, не знаю, с чем это связано. Почему они не выходят в контакт, да? Если вы приобрели курс за такие деньги, я считаю, что человек должен выжить максимум. Допустим, я вот потратил $1000, я должен теперь максимум все выжить с этого курса. Это раз. Во-вторых, я бы, честно, затрахал бы своего ментора даже помимо курсов, зная, что насколько глубоко он, если он понимает хорошо трейдинг, помимо курсов я бы тоже начал бы его, как бы, допрашивать, спрашивать советы, как надо делать бэктесты, куда надо двигаться, какие у меня ошибки, все такое. Но странно, некоторые люди вообще не выходят, покупают курсы и просто пропадают. Может, они занимаются, может, они не занимаются, может, просто забросили этот момент. И это для меня, честно, непонятный момент. Люди купили за деньги и потом просто ушли в никуда, пропали. С чем это связано, непонятно. Если вы смотрите и вам просто вы как бы стесняетесь, то надо перебороть этот момент. Надо перебороть, надо выходить в контакт, спрашивать, показывать домашние задания, спрашивать, где я допустил ошибку, в чем допустил ошибку. Потому что вы приобрели курс, чтобы научиться, чтобы понять. И приобрели курс. В этот пакет входит еще работа ментора тоже. Вы не просто покупаете курс сам. И это не значит, что вы купили курс и дальше все делаете, что хочешь. Тут совсем по-другому все работает. Я по-другому сам отношусь к этой работе. Я еще раз повторюсь, у меня родители, они педагоги, поэтому, может быть, от них все-таки что-то перешло мне тоже. Я сам кайфую, когда работаю со студентами, когда объясняю, когда мы делаем домашнее задание. Если что-то непонятно, я им указываю, что вот так, так, здесь, тут надо обратить внимание на это. Если вы стесняетесь, то надо просто перебороть этот момент и сделать шаг. Потому что я всегда открыт к дискуссии, к диалогу. Если у вас какие-то проблемы, опять-таки, может быть, в, в рамках курса есть какие-то непонятные моменты, может быть, в психологии есть какие-то непонятные моменты, можете смело обращаться ко мне, спрашивать, либо делиться своими мнениями. Я всегда поддержу вас. Окей, здесь вот начинается понедельник, и вот как раз-таки Роман сделал анализ. э, По этому анализу и он отработал вот отчет от MetaTrader, моменты входа и вот take. Вот этот человек, я не беру, я не рисую, я не хвастаюсь пустыми результатами, да, либо не лью воду. Вот это Роман, человек. Вначале вы можете просто перелистать переписку в чате, да, в закрытой группе эти. Это. Он задавал вопросы, он писал, вот я не понимаю вот этот момент, объясните. Спрашивал у других, у более опытных трейдеров. Человек купил курс, и он старался выжить максимум с курса. Помимо вот этого курса, он лично писал мне, спрашивал, как, что и куда двигаться. И вот его результаты. Вы можете каждую неделю, можете видеть его здесь, как раз-таки в weekly рекапе. Он делится своими сделками. Шриванс. Это его анализ. Сначала он закинул анализ, и по его анализу вот моя отработка. Вот это было в понедельник. И вот его отработка.
Вот это движение он поймал. Здесь вошел, частично фиксанул, затем полностью take profit. А последний здесь был вот, лимит. Здесь вторую часть частично закрылся. Но самый лучший, он пишет, что самый лучший вход был вот здесь, от минутного Сиби. Но он пропустил этот момент, зашел потом от теста ордер блока. Итак, вот это был понедельник. Итак, понедельник. Давайте начнем вот так, чтобы было понятно. Значит, в понедельник мы работаем с рейнджом пятницы, да, это мы знаем. Азию мы не торговали. Лондон для нас является как компас. И вот тут у нас Лондон завершился. Так, перейдем на дневные таймфреймы. Вот здесь у нас Q2 заканчивается. Вот. Значит, в Q1 мы видим, что цена импульсивно двигалась. Значит, это был у нас что? Это было X. Если это был X, значит Q2 это был аккумуляционным рейнджом. И мы видим, что здесь формируется low resistance ликвидность. И нам теперь в Q3 нужно было увидеть манипуляцию, одно манипуляционное движение. Это анализ с точки зрения квартальной теории. Теперь, с точки зрения дневных профилей, это профилинг. Как мы здесь делаем анализ? Мы видим то, что цена находится внутри рейнджа от пятницы. Вот наш пятничный рейндж. Вот он. И цена никуда не выходит за рамки этого рейнджа. Она не выходила. Вот. Цена находится ровно в эквилибриуме здесь, в азиатской сессии. В Лондоне тоже цена находится в аккумуляции. Значит, мы здесь уже, исходя от Азии и Лондона, можем прикинуть два варианта профилинга. Либо это будет Нью-Йорк Reversal, полный разворот тренда, да? Либо Нью-Йорк манипуляция and expansion, то есть манипуляция в Нью-Йорке и расширение. Значит, два варианта у нас есть. И исходя из этого, здесь мы можем просто посмотреть, в какую сторону будет манипуляция. Вот тут начинается у нас нью-йоркская сессия, и мы видим, что цена сначала зачищает здесь buy side, потом в sell уходит. Теперь посмотрим на S&P 500. Так. S&P 500 цена уже в лондонской сессии обновила рейндж. Так. Здесь пятничный рейндж. Вот. Да, в лондонской сессии мы обновили рейндж пятницы. Вот. Но S&P 500 делает движение в buy side еще более глубже, но NASDAQ делает fail. Он не смог пробить вот этот high. Вот тут, здесь, было вот здесь, ликвидность была, уже сама подсказывала, да, здесь была сформирована low resistance ликвидность. Где это, так, вот она. Вот, low resistance ликвидность была зафармлена. Опять-таки, вот, пожалуйста, сам алгоритм говорит, я здесь вот формирую ликвидность, вот, специально для того, чтобы потом одним импульсивным движением схавать. Я это почти в каждом рекапе это повторяю. Кто смотрел, наблюдая за моим. Я говорю, если формируется low resistance ликвидность, то эту ликвидность алгоритм забирает либо одним, либо двумя ходами. Импульсивно-агрессивным движением. Вот, пожалуйста, импульсивным, агрессивным движением цена здесь полностью делает захват всей этой ликвидности. Вот. И на минутном таймфрейме здесь можно было
легко прочитать. У нас была фаза аккумуляции вот здесь была. Так, вот так мы сделаем. Вот аккумуляция была. Здесь было Double Purge AMD. AMD Double Purge. То есть двойная зачистка через AMD. Через аккумуляцию, манипуляцию, дистрибуцию. Вот здесь была аккумуляция, затем дистрибуция, то есть аккумуляция, манипуляция и дистрибуция. Выход за пределы ренджа — это манипуляция. Вот, пожалуйста. Можем даже показать вот таким образом, чтобы было понятно. Вот это движение называется манипуляционным движением как раз-таки. Ложное движение в манипуляцию. Вот. И затем дистрибуция. Дистрибуция в рамках вот этого локального движения. Эта дистрибуция уже на более масштабном таймфрейме она была просто фазой манипуляции. Почему, вы спросите? На М5. Так, сейчас я чат прочту. Так, Мунис, верно, самое сложное — перестроить мозг на систему. Для себя на опыте ваших учеников не торгую, потому что спешить некуда. Хотя, когда видишь трейд, очень хочется, да, это правильно. К сожалению, такова реальность. Я знаком с этой статистикой по собственному опыту ведения бизнеса. Из 100 человек зачастую даже 20-30% не прорабатывают материал курса до конца. Вот это правильно сказано. Я не знаю, почему такое происходит, и это даже странно, что люди покупают курс, но не тратят, вообще не делают, даже не прилагают малейшего усилия, чтобы довести хотя бы до половины. А, Задания очень полезны, но после них нужно наточить топор. Да, 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 на то и это домашнее задание. Они, домашние задания дают вам, как это называется, шаблон, да, шаблон. И по этому шаблону вы должны потом постепенно работать сами, чтобы выработать насмотренность. Это как бы домашнее задание и курс — это как карта с компасом. Да? Наличие карты и компаса не дают вам гарантию, что вы точно дойдете до клада. Чтобы дойти, нужно работать, нужно взять карту и компас и двигаться в этом направлении. Если не будет движения, то никакой награды не будет. Мунис, я, например, стесняюсь. Возраст и воспитание, наверное, это зато круто, когда выполняешь как положено. Вот в этом и, как бы сказать, минус ментальности людей СНГ, можно сказать. Это не только возраст. Я думаю, в целом люди, которые выросли, да, либо застали СССР, либо пост СССРский период, они все-таки воспитаны по-другому. Уважение по-другому, все такое. И это в большинстве случаев работает в минус, потому что опять мы думаем, что это стеснение, но это плохое качество. Когда ты должен быть чуть-чуть эгоистом, ты должен думать больше чуть-чуть о себе. Вот тогда ты будешь больше и больше и лучшего желать себе. И когда ты уже потратил деньги, ты купил что-то, ты будешь хотеть, чтобы потраченное не ушло впустую. И ты будешь потом уже требовать от своего ментора, либо от этого курса, либо от чего угодно. Когда ты потратил деньги, ты будешь требовать, где, за что я потратил деньги, за что я заплатил это все. Не надо молча уходить и говорить: блин, еще один какой-то аферист попался. Нет, надо требовать. Если ты же потратил эти деньги, хотел, ты приходил с огромными желаниями, с огромной надеждой, и когда ты не получил, ты должен показать реакцию. Либо ты требуешь от ментора, и он работает с собой, либо ты просто как бы снова становишься еще раз лузером.
И в этот момент нужно потом задать себе вопрос: если я покупаю курсы за деньги, но при этом я не могу работать сам с собой, зачем мне эти курсы нужны? Зачем ты тратишь эти деньги? После этого ты хочешь, хоть купишь у самого Майкла Хаддлсона курс, ты все равно ничего не добьешься. С таким раскладом психологии. Нужно быть чуть-чуть эгоистичнее, нужно быть чуть-чуть наглым. Просто это опять-таки, да, люди, которые застали эпоху воспитания СССР, либо пост СССР, тогда наглость считалась каким-то плохим качеством, да. Наглых людей недолюбливают многие. Но за счет наглости можно решить многие свои проблемы. Да, это может быть казаться какой-то плохой чертой, но это всегда будет приносить вам пользу. Ну и опять-таки надо всегда чувствовать грань во всем. Если в пределах дозволенного, в пределах границ, то это будет работать вам только в пользу. Я сам был стеснительным, э, очень стеснительным человеком. Но потом все-таки жизнь заставляет. Ладно, здесь так, значит, дистрибуция, но эта дистрибуция была в ЛТФ на младшем таймфрейме, а на старшем это было манипуляцией. Почему? Потому что вот здесь таки как раз я заходил в противоход. Вот здесь это движение было, я зашел в противоход. И причиной этому было, опять-таки, рейндж пятницы. Вот. Так. Вот этот рейндж. Здесь цена находилась. Так, сейчас. Это пятница. Вот этот dealing range. Не пятница, а dealing range. Если разделим вот этот dealing range на премиум и дискаунт, мы находились снова в дискаунте, даже здесь. В эквилибриуме. Вот, эквилибриум. Мы отсюда начали, дошли до эквилибриума, затем сделали тест премиума, но мы не зачистили здесь ликвидность. Вот. Не зачистив ликвидность, мы упали. Вот этот момент для меня был важным. Вместо того, чтобы зачистить ликвидность, мы здесь сформировали еще одну ликвидность. И на М5, вот здесь, вот следующая свеча, вот она. Вот эта свеча, смотрите, что она делает. Она отпускается ниже weekly open. Вот, weekly open уровень. Она спускается ниже этого уровня, но не зачищает снова ликвидность здесь. Мы просто спустились ниже. Здесь мы сформировали SMT-дивергенцию с S&P. Так, вот у нас уровень открытия. Вот тут мы как раз-таки сформировали SMT-дивергенцию. Мы здесь еще глубже упали. Но 5-минутная свеча закрывается внутри. Хорошо. Вот здесь был переломный момент. Следующая свеча закрывается как? Она закрывается выше предыдущей. Это было уже подтверждением. И вот тут я вошел уже в buy-позицию. С таргетом на вот этот хай. Вот этот хай был таргетом для меня здесь. Так, это было бы на М1. Так. Вот. Окей, потом на М15. На М15, смотрите, здесь была структура хорошая. Вот это можем все сейчас
удалим. Вот здесь снова через цис, ребята. Вот, пожалуйста, свеча, последняя свеча. Вот уровень цис. Мы тестируем этот уровень на 15-минутный таймфрейм здесь. Вот. И вот эта свеча делает тест, затем закрываемся выше. Все, значит, тест циста был. Слом подтвердили. После подтверждения слома начинается уже фаза доставки цены. Здесь стоп на М1, как я ставил. Так. На М1. Вот, пожалуйста, здесь, ребята. Слом структуры у нас был. Сейчас. Вот здесь. На М1. И вот тут вот серия Displacement Candles. Вот раз, два, три, четыре, 5 свечей, бычьих свечей. И внутри него формируется вот имбаланс. Формируется имбаланс. И вход был идеальный вот здесь. Это опять модель входа 2022 ICT модуль. Когда у тебя происходит снятие ликвидности, слом структуры через МСС, затем формируются displacement candles, и внутри них формируется имбаланс FVG. Вход от теста имбаланса должен был быть. Вот, мы здесь сделали тест, вот, и от него, если ты выполнил бы вход, поймал бы хорошее движение. Вот такое. Так, стоп. Вот здесь мы ставим за имбаланс, либо за свинг этот лоу. Вот, если ставить за имбаланс, вот такое было бы движение. Просто кто не знает эту модель, рекомендую изучить эту модель, потому что как раз-таки внутри этой модели входа объясняется, куда надо ставить стоп, где надо делать вход, entry, и как надо вообще таргетироваться. У меня вообще был план сделать урок, серию уроков по всем моделям входа в ICT и объяснить логику каждого сетапа. Но пока еще времени не хватает, руки никак не доходят до этого. Но это был бы очень сильный урок. То есть это бы объяснило бы многое. Вот, пожалуйста, вход. И дальше начинается дистрибуция. Внутри дистрибуции одно откатное движение и продолжение тренда. То есть дальше цена двигалась просто по order flow. И вот еще раз повторю, вот было здесь аккумуляция была, затем манипуляция через double purge, манипуляция была, и дальше дистрибуция. Все, вот это все отработал, закрыл позицию с плюсом. Все, я вышел с сделки, для меня было этого достаточно. Переторговля это губит ваш всегда депозит. Надо всегда знать свою меру или либо соблюдать в своей торговой системе. Но в целом движение в понедельник, вот если был бы сделан такой анализ, все было бы понятно и было бы все ясно, как там надо торговать, где надо было входить и где выходить. Теперь для студентов, которые проходили обучение по курсу IBDA Lookback, вот здесь была подсказка. Да? Начало недели, там внутри этого курса есть то есть блок, который посвящен ASOC модели. Это торговая модель входа
который дает вам внутри недели торговать либо один, либо два раза, но ловить недельное расширение. И внутри этого урока я там полностью все подробно объяснил, показал все элементы, по которым можно заранее спрогнозировать недельное движение и ловить именно недельные дистрибуции. Такое тоже возможно внутри концепции ICT. Есть специальные модели, которые дают такую возможность. И вот здесь как раз-таки подсказка для тех студентов, которые проходил курс по Ибда Лукбек. Вот, пожалуйста, открытие недели и манипуляция ниже открытия недели. Вот в начале недели аккумуляция, манипуляция. И тут у вас вот, пожалуйста, рейндж стоит с ликвидностью вот сюда. Вот внутренняя ликвидность вот здесь у вас стоит. Все всегда у вас, если посмотреть на левую сторону и иметь хорошую базу знаний, то сама история будет вам подсказывать всегда, как надо двигаться по правой стороне, куда надо двигаться. Окей, эту... Так. Ланч не торговал. PM-сессию тем более не торгую. И здесь вот закрывается день. Вот теперь закрылся день. Делаем анализ. По чему сейчас? HTF Candle где-то. Вот, включим здесь Daily. Вот так. Вот, последняя свеча, она закрылась. Как закрылась? Выше хая предыдущего дня. Выше хая предыдущего дня. Значит, bias по отношению уже к следующему дню у меня какой? Лонговый. Лонг. Потому что свеча закрывается бычий в сторону лонгов. Значит, здесь я должен увидеть одну манипуляцию. И после манипуляции формирование SMT-дивергенции. Это будет подтверждением. Теперь важный момент вот здесь. Сейчас я удалю это все лишнее опять. Так, М15 перейдем. Вот тут многие, кто-то в открытом канале, телеграм-канале мне там писали, я обратил внимание, но я не ответил. Вот задали такой вопрос. Вот тут был у нас сформирован рейндж. Вот почему цена не спустилась в дискаунт? Был такой вопрос задан. Даже сейчас можно посмотреть это в открытом канале, по-моему, был. Вот этот вопрос. И так. Вот. Can anyone tell why price didn't come to discount before expansion? Вот это движение. Кто знает ответ? Почему цена не спустилась ниже в дискаунт? Кто-то знает ответ из смотрящих? Довольно часто повторяю это в каждом рекапе, в недельном рекапе я повторяю, почему это. Кто знает ответ? Значит, дистрибуция не откатывается до эквилибриума. Второй вариант – балансированная цена внизу. Прорывной гэп на HTF. И сбалансированная цена BPR. Совершенно верно. Надо всегда обращать внимание, когда вы определяете, допустим, определили range, dealing range, надо обращать внимание на BPR. Само по себе вот это движение, оно уже сбалансировано. Вот этот диапазон, вот это движение, агрессивное, импульсивное движение в шорт и в лонг, да, моментально, когда был ребаланс, это говорит о том, что вот этот
отрезок, вот этот участок ценового движения, он уже сбалансирован. И обычно, когда такое формируется, над таким участком формируются у нас BPR. BPR. И здесь отмечаем самый ближайший BPR к нашему ценовому движению. Вот, пожалуйста, этот. Здесь еще ниже есть вот этот. Можем полностью вот этот диапазон уже взять. Этот участок у нас Balanced Price Range, то есть диапазон сбалансированного ценового движения. Он сбалансирован, и все, что ниже него, значит сбалансировано. И в цене нету необходимости спускаться ниже, чтобы балансировать этот диапазон. Почему? Потому что он уже сбалансирован. Как раз BPR дают вам подтверждение, дают вам сигнал об этом. И когда у вас уже есть BPR, то мы всегда работаем имбалансом, который находится до BPR. Вот у нас имбаланс. И если цена находится сверху BPR, мы определяем имбаланс, который находится до вот этого нашего BPR. И цена будет всегда удерживать цену, будет вот этот имбаланс, ребята. Если мне не верите, я и не прошу, чтобы вы мне верили на слово. Я лучше всегда проверяйте мою информацию, и вот тогда вы сами убедитесь, что это алгоритмическая ценовая доставка, и это все работает на графике. Вот, пожалуйста. Так, сейчас это вот Азия. И вот как раз-таки наш 15-минутный имбаланс. И как цена реагирует на диапазон 15-минутного имбаланса. Дальше цена уже ушла в расширение. Вот тут мы можем посмотреть, была ли сформирована SMT-дивергенция. Так. Вот у нас этот 15-минутный баланс. И здесь им 15-минутный баланс. Мы видим, что на S&P 500 цена разворачивается ровно с уровня EFET. Если разделим этот диапазон на квадранты, где вот они. Вот цена как раз-таки с диапазона, отсюда EOFET, она развернулась. А тут мы дошли до 0,5. У нас есть SMT-дивергенция уже. SMT было. Поэтому есть теперь объяснение, почему цена не сделала глубокий откат ниже. Потому что был BPR. Так, снова здесь Азию, Лондон пропускаем, торгуем только в Нью-Йоркской сессии. Посмотрим здесь, как студенты работали в Нью-Йоркской сессии. Так, Tuesday дается прогноз. Вот такое, что будет движение такое. Так, Tuesday у меня вот здесь был вход и с открытием второго дня, вторника. Здесь я поймал вот эту манипуляцию и оставил сделки открытыми. Как раз таргет был 29 949. Посмотрим, что это за уровень 29 949. Это вот так, 29 949. Где это? Вот этот уровень. Вот. И вход был... Кто обратил внимание, где был вход? Вход был 29 254. Первый. И все тейки были здесь.
Так, это отработка, пожалуйста. 29 254, 29 254, 29 254. Вот тут было. Давайте перейдем на M5. И вот, пожалуйста, на таймфрейме M5, вот здесь уже displacement candles. Вот раз, два, три, четыре свечи. Внутри них формируется имбаланс. Вот, логика входа. И от теста этого имбаланса был выполнен вход. Вот. Был выполнен вход. И таргет у меня был. Так, вот так сделаем. Стоп. За имбаланс. Вот, таргет был направлен на этот хай. На этот хай. Так, это уже другой день. Это уже Шривант. Тоже работал в лонговом направлении. Вход. Откуда стоп здесь, вход тут. И тейки у него 30 422, 30 332. Вот, пожалуйста, отработка этого входа. И первый, и второй take profit был отработан, и здесь полный full take profit. Пожалуйста. Теперь давайте посмотрим вообще, как нужно было внутри этого дня торговать. Внутри вторника, да, вторник. Теперь у нас основной рейндж, вот он, и take profit, внутренняя ликвидность, вот этот ERL, но цена ни в Лондоне, ни... я удалил. Я удалил индикатор. Да, сейчас. Нечаянно удалил индикатор. Так, как это было? ICT пивот. Вот он. Вот. Цена ни в Азии, ни в Лондоне не достигла этого таргета. Видите? Но сформировала снова ликвидность здесь. Учитывая, плюс теперь делаем анализ по квартальной теории. Да, у нас вот здесь начинается новый цикл вторника. И мы здесь обращаем, на что надо было обратить внимание. Мы видим то, что вот эта аккумуляция, она началась когда? Она началась еще в понедельник, вот, в PM-сессии. Вот. Началась в понедельник, и здесь продолжается. Значит, это X, потому что именно X либо продолжает, либо разворот, либо откат. Значит, у нас Q1 получается X, Q2 получается аккумуляцией, и Q3 манипуляцией. Именно в Q3 мы должны увидеть манипуляцию относительно фазы аккумуляции. Понятно, да? Значит, нам нужно просто отметить вот эту фазу аккумуляции здесь. И дождаться манипуляции в Q3. Что происходит в Q3? Пожалуйста, вот здесь мы снимаем как раз-таки sell side аккумуляции. Вот. Затем тут формируется, так, это M15. Так, здесь M15, да? На M5 переведем. Вот он. Это можем удалить.
И это тоже можем удалить уже. Так, вот. Мы зачищаем вот эту всю ликвидность отсюда. Вот эта ликвидность зачищается. Но на S&P 500 мы делаем фейл. И вот здесь происходит снова микро PO3. Происходит аккумуляция, затем манипуляция и дистрибуция уходит. И дистрибуция. И как раз таки take вот ровно сюда. Понятно, да, как надо читать надо? Делаем анализ через квартальную теорию, смотрим манипуляцию относительно Q2, относительно аккумуляции и выполняем вход после слома структуры. И здесь снова через CIS все отработало у нас. Вот смотрите. Вот эта свеча, это как раз-таки CIS уровень. Вот он. И что делает цена? Вот на M1 формируется одна большая такая свеча, внутри которой формируется у нас снова FVG, и цена приходит, тестирует этот FVG и улетает. Снова модель ICT модель 2022. Здесь. Снятие ликвидности, liquidity sweep. Затем слом структуры через цист, формируется имбаланс, и от теста имбаланса цена улетает на дистрибуцию. Если вы хорошо освоите этот элемент входа, то стопы у вас сократятся значительно. Значительно. И плюс к вашему, опять-таки, в вашу сторону будет работать сам алгоритм. Почему, спросите, каким образом? Потому что вот ликвидность вот здесь сформирована. Основная ликвидность здесь не захвачена, еще не собрана. И вот этот high плюс этот high, это low resistance ликвидность. И эти два свинга, они формируют полку ликвидности на buy side. И ликвидность всегда будет работать, сама будет подсказывать, в какую сторону цена будет двигаться с большой вероятностью. Вам нужно будет только дождаться манипуляций и войти в фазе дистрибуции. Именно таким образом вот здесь была работа у Шриванта. Да, мой вход был вообще заранее, за день, с таргетом сюда. Таким образом мы отработали во вторник. Теперь среда. Вот среда, мы поймали такое движение. Затем здесь это моя сделка. Микро, это Карада работал. Так, Шривант тоже отработал. Он вообще здесь описал полностью ценовое движение. И вот его работа. Плонг. Здесь без убыток, здесь зафиксировал. Работа Александра. Зашел в шорт. С тейком сюда. И давайте теперь посмотрим, как, что, на что нужно было обращать внимание в среду. Здесь на 5 минут не стоит. Так, вот здесь, когда еще цена находилась вот в этой фазе, мы всегда, опять-таки, повторяю, мы должны работать со структурой. И помните, в начале стрима я сразу обозначил свой рейндж. Вот он, рейндж мой, рейндж предыдущей недели. Разделил его затем на премиум и дискаунт. Вот. Только наоборот будет вот теперь правильно. И
внутри премиума и дискаунта я определил свои POI, откуда я могу ждать реакцию цены. И здесь мне оставалось просто наблюдать за ценовым движением. Либо на H1 вы это можете делать, либо на H4. На H4 это будет лучше видно и будет с подтверждением это все. Здесь день закончился, несмотря на то, что наш день здесь закончился, то есть закрылся в лонговом направлении. Я удалил, что ли, нечаянно? Ладно, вот так сделаем, да? Так, day, день, вот он. Вот эта свеча у нас, дневная свеча, она закрылась в лонговом направлении. Но несмотря на это, вот тут байс перестает работать. Я уже это говорил. Когда мы не смотрим на байс дня, когда цена уже пришла в пой от старшего таймфрейма, здесь уже байс, мы не смотрим, не делаем анализ по байсу. Здесь уже нам нужно наблюдать за структурой на H4, либо на H1. И вот у нас 4-часовая свеча снимает ликвидность, делает тест циста и закрывается внутри рейнджа. Вот здесь мы должны увидеть слом структуры на младшем таймфрейме. Да, если вы хотите сильного подтверждения, то работаете на M15. Да? Если вы более опытный трейдер, вы уже работаете на M1, либо на M3, либо на M5. Вот. На M1 вам нужно было просто дождаться здесь формирования слома структуры и увидеть displacement candle. Окей, где у нас был бы здесь слом структуры? Слом структуры. Вот этот лоу, который зачищал ликвидность, у нас будет уровнем слома структуры. Этот лоу сформировал вот этот хай. Как только этот уровень будет поглощен, будет подтверждена, вот так, смотрите, допустим, вот такая картина. Самый хай находится здесь. Вот. И здесь уровень МСС. Как только вот этот уровень будет поглощен, это будет значить слом структуры. И этот уровень должен поглощаться сильным смещением. В переводе через displacement candles. Признаком displacement candle всегда будет у вас вот такие большие свечи. Либо одна, либо несколько свечей. И внутри этих свечей должно сформироваться, должен сформироваться у вас имбаланс. Вот. И от теста этого имбаланса вы можете потом выполнять вход. Это может быть, можете наблюдать на M3. Вот здесь на M3 вот целый вот такой огромная свеча, которая формирует у нас как раз таки имбаланс. И от теста затем этого имбаланса вы можете выполнить вход. Так, почему это двигается? На M5 переведем. Вот здесь у нас подтвердили слом. Но уже день закончился, сессия все закончилась, мы поэтому начинаем анализ уже с нового дня. Вот здесь сейчас начнется у нас азиатская сессия, и в азиатской сессии мы должны увидеть тест этого имбаланса. Вот. Когда будет тест этого имбаланса, мы можем выполнить вход. Мы видим то, что внутри имбаланса находятся вот такие свинги. Они всегда будут у вас являться ликвидностью. Это ликвидность. Так. Это и есть, можно сказать, как своего рода как inducement. Ложный слом. Слом в ложном направлении. Почему это так на М1 стоит все равно? Это я на М3. Понял.
Где Азия? Азия. Вот. Начинается азиатская сессия. Вот видите, и именно внутри Азии мы делаем захват ликвидности, тест имбаланса. Если перейдем на М1. Так, вот. Вот здесь у нас как раз-таки я хотел показать вам уровень цист только на младшем таймфрейме. Вот он. Этот уровень циста. В азиатской сессии мы делаем тест этого уровня. И после этого цена начинает падать. Кто, если торговал Азию и если позволяет так, часовой пояс, то это вообще классное время. Но я не торгую. Пока что. Вот здесь можно было поймать движение, шорт. Но я поймал позже. Сейчас перейдем, быстренько перекрутим. И теперь вот тут мы увидели слом. Тест циста на старшем таймфрейме, потом это уже вот локально происходит у нас слом локальный. Вот. Локальный слом цист был, тест имбаланса на 5-минутном таймфрейме здесь уже, вот здесь это М15 даже. Давайте я все это удалю или сделаем вот так, чтобы не мозолило глаза. Это тоже можем убрать. Вот 15-минутный баланс. Да? И, ну-ка, премиум и дискаунт. Вот, пожалуйста. Цена сначала спустилась, дискаунт. С дискаунтом мы поднялись в премиум. В премиуме вот 15-минутный пой в виде имбаланса М15. Тестируем и отсюда начинаем падение. И если падение отсюда начинается, куда мы можем здесь таргетироваться? Вот тут уже подключается MMXM модели. Если знать, как работает MMXM модели, то можно уже смело таргетироваться сначала первый take profit сюда и второй take profit смело вот сюда. Так, это М15, да, М15 таймфрейм. И как мы видим, вот четверг. Вот, в среду все мы работали в шортовом направлении. Вот, в среду и я, и Карада. Вот, поймал хай на минутном таймфрейме, вот здесь вышел лоу. Затем вот здесь уже Шриван дает полный анализ. Здесь уже pre-нью-йоркская сессия. Азия и Лондон сформировались. Вот он что объясняет. Сначала движение будет в buy, манипуляция, потом падение, дистрибуция. И вот, пожалуйста, сначала buy, он здесь отработал, за ним уже вот было падение. Вот это, после этого движения был шорт сюда. По квартальной теории, как можно было здесь прочитать? Значит, снова вот тут у нас начинается так, день, вот здесь. Значит, здесь Q1, потом Q2, в Q1. Q1 было сильное смещение, окей, фаза здесь, откатное движение было, а так в целом одно откатное и потом было смещение. А в Азии было только смещение. Затем в лондонской сессии сформировали low resistant ликвидность. Low resistant ликвидность была сформирована. Значит, это XAMD. Аккумуляционная фаза. Вот здесь мы должны были бы увидеть манипуляцию, затем дистрибуцию. И мы видим, что в нью-йоркской сессии цена в Нью-Йорке сначала вот в Q3 мы поднялись в buy side, но так, сейчас вот здесь. На S&P 500 мы сделали полную зачистку, на NASDAQ мы сделали фейл.
Вот такое было движение. Тем самым мы здесь сформировали SMT-дивергенцию. Это было. И вот тут был отличный момент для входа. Вот здесь, на младшем таймфрейме. На младшем таймфрейме. Как только была сформирована SMT-дивергенция, нужно было вот здесь дождаться слома структуры. Слом у нас был вот этот лоу, который защищает ликвидность перед собой. Вот здесь мы формируются displacement candle, внутри которых формируется FEG. Вот он. И здесь вот как раз-таки тестируем этот FEG. Так. Вот так, если сделать. Вот. Снова здесь модель входа 2022 ICT модуль. Спросите, как это может быть снова ICT? Потому что вот здесь... Так. Вот, пожалуйста. Зачистка ликвидности. Liquidity sweep. Вот, снятие ликвидности. Затем слом структуры MSS. Внутри слома формируется имбаланс. Тестируем этот имбаланс. И вот здесь момент входа. Кто, если как бы не знает, как работать на младшем таймфрейме, просто смотрите все мои недельные рекапы, вы увидите, как надо работать, и вы научитесь торговать эту модель. Теперь, вот здесь мы вошли, первый тег сюда, но вот самый очевидный тег, вот этот low. Потом вот этот low. Вот. Почему сразу сюда не таргетируемся? Потому что это protected low. Это защищенный low. Поэтому не надо таргетироваться сразу на sell side азиатской сессии. Надо всегда ставить на таргет, который находится внутри вот этого защищенного ордер блока. И вот защищенный ордер блок. Короткая позиция. Здесь вошли. Стоп за этот имбаланс. Тейк сюда, и у вас был бы РР вот 1 к 20. Если даже вот сюда ставите свой стоп, и то вот 1 к 12 РР. Окей, поймали стоп. Но теперь, так. Здесь у нас должен быть сформирован SMT моментум. Да? Так. Еще, забыл. Профиль дня. Профиль дня у нас здесь Нью-Йорк Judas Swing. И в нью-йоркской сессии как раз должно было произойти одно движение Юды, ложное движение. И этот Judas Swing как раз-таки вот этот свинг. Одно обманное движение. Внутри обманного движения формируется снова SMT-дивергенция, которая подтверждает. Этот Judas. Так, здесь поймали стоп. Окей. Теперь. Так, дождемся. Привет, Константин, привет. М1. Вот. Снова displacement candle формируются снова. И вот здесь я бы попытался бы снова поймать вход. Вот здесь я зашел. Подожди, это старая сделка все равно открыта, да? Вот эта сделка все равно открыта здесь. Так, displacement candles. Формируется снова имбаланс вон тут. И от теста имбаланса захожу. Стоп поставил бы снова за имбаланс, который здесь формируется. Вот за эту свечу. Таргет снова туда. Снова туда же. Сюда.
Почему сюда? Потому что на 4-часовом таймфрейме, ребят, вот здесь. Почему на low? Вот эта свеча, работаем сейчас относительно ренджа этой свечи, потому что buy side этой свечи мы здесь зачистили. Теперь первой целью всегда является sell side этой же свечи. Это анализ по концепции CRT. Candle Range Theory. Многие есть, которые, торгуют, да, SRT, они не признают ICT концепцию. Те, кто торгует ICT, они не признают SRT концепцию. Ребята, забейте большой болт. Главное, чтобы любая концепция приносила вам прибыль. То, что Майкл Хаддлстон не уважает этого пакистанца, это не должно нас касаться. Это сугубо лично их проблемы. Какая разница, то, что один не признает другого? Бог с ними, фиг с ними. Не нужно быть фанатичным, да, в этом. Есть многие люди, которые придерживаются концепции CRT и начинают обсирать концепцию ICT Smart Money. Да, это все фигня, не работает. А те, кто следует концепциям Smart Money, они презирают последователей CRT. Не надо превращать трейдинг в религию. Это просто способ заработка. И все, не надо так все серьезно слишком воспринимать. Что приносит пользу, надо пользоваться этим. И все. Если это SRT, пользуйся SRT, делай деньги. И все, молодец. Если это Smart Money, пользуйся Smart Money, делай деньги. И все. Остальное тебя не касается. Кто там с кем хавается, кто кого не уважает, кто чью концепцию спиздил. Это меня не волнует. Я должен делать деньги, должен зарабатывать. Остальное это не мои проблемы. Если Майкл Хаддлстон недолюбливает этого пакистанца, пусть сам разбирается с ним. Какое дело мне до него? Их проблемы, они не будут кормить твоих детей. Ты пришел в трейдинг зачем? За деньгами зарабатывать? Все, научись и зарабатывайся. Но не превращай трейдинг либо что-то другое в религию для себя. Это должно быть просто инструментом в твоих руках. Ты должен просто пользоваться этим инструментом, и все. Но никак не должен превращать это в религию и повиноваться этому, своему же инструменту. Если волновой анализ либо Вайков приносит тебе прибыль, совмещай это, комбинируй с другими концепциями. Главное, чтобы оно давало пользу, чтобы давало тебе плод, чтобы ты видел эти плоды. Есть стейк. Вот. И мы поймали это все. Теперь это четверг. Так, нет. Вот здесь был... Да, здесь уже начинается четверг. Я объяснил это ценовое движение, да. В четверг мы должны были увидеть, что... Так, все это лишнее удаляем. Оставляем вот этот реаккумуляцию, редистрибуцию, вторую фазу. Я ждал чего? Ждал вот этого движения. И отсюда потом падение. Плюс в четверг у нас нон-фарм выход был. Выход нон-фарма. Вот. Ждал лонг, потом шорт. Сейчас я вам покажу теперь свои сделки. Здесь шорт. Он заходил. Вот его отработка. Шриванс. Александр работал уже в лонг. Здесь. Затем и в шорт. Он поймал и лонги, и в шорт, и шорты.
Так, это здесь у меня лонги были еще со вторника. Уровень Take Profit 29674. Как раз-таки sell side реаккумуляции, фазы реаккумуляции. Вот. А, Это тейки, это отработка вот этих как раз-таки позиций. И вот, пожалуйста, торговля в лонг. Как раз-таки pre-Нью-Йорк. Не pre-Нью-Йорк, а торговля на новостях. На новостях. Вот здесь как раз выход новостей. Здесь я выполнил вход. Оставалось там чуть-чуть до выхода новостей. И вот, пожалуйста, отработка этого всего. Здесь Александр тоже таргетировался, вошел в buy с тейком сюда, take profit. Так. А тут другие уже зашли в противоположную сделку. Они фазу манипуляции пропустили, зашли уже в дистрибуцию. Вот. Это снова Александр, это Никита. Так, зашел в sell, стоп за high и take. Вот. За равный high, за равный lay, take profit. Вот его анализ и сделка. Так, это лонги были его. Так, здесь Аслан заходит уже в фазу дистрибуции после выхода новостей. Вот его вход. И, пожалуйста, отработка. Вот. Шривант. Вот первый, по-моему, единственный здесь он был, когда он поделился как раз-таки здесь, отмечает, видите, фаза аккумуляции здесь на часовом таймфрейме. Вот фаза аккумуляции как раз-таки, а здесь X был. X AMD. Дневной профиль он здесь делает анализ. Сейчас я это объясню. И вот, пожалуйста, мой вход. Сначала поймал лонг, потом шорт, шортовую позицию. И вот здесь я уже анализ в тот день сразу давал. Откат, ребалансировка этого рейнджа. Здесь был тест уровня циста был. Затем вот здесь тоже вот это движение на новостях. Мы пришли тестировать уровень цист. И отсюда началось падение. Так, теперь покажу это все на графике. Верно, само по себе без контекста SRT это шляпа. И вообще любой метод анализа, если ты не знаешь контекст, да, это тебе особо ничего не даст. Если ты не умеешь читать контекст на старшем таймфрейме, то в итоге особо ничего не добьешься. Стопы будут все равно преследовать тебя. Вот здесь у нас был тест циста. Это уже структура от старшего таймфрейма. Затем спускаемся на М15. И вот здесь на H1. Отмечаем структуру уже, локальную структуру. Здесь тоже уровень цист у нас есть. И ожидаем здесь захват ликвидности. Вот азиатская сессия началась. Потом в Лондоне мы сделали захват. Потом мы возвращаемся снова вовнутрь рейнджа. Вот. И вот так, это что? Это М15. Давай. Покажу свою сделку. Вот, в лондонской сессии здесь я захожу. Сейчас я покажу на М5 это было. На М5, здесь тоже на М5 переключим. Так. Вот здесь уровень цист у нас.
Да, сплошная матрица. Вот здесь у меня было поглощение. Вот тут у нас displacement candle формируются. Displacement candle. И вход у меня был вот здесь. Сейчас я покажу вам. Просто можем ставить лимитку вот сюда на buy. Купить. Вот. По лимитке. От циста. Значит, 29 661. Да? 29 661. Блин, первый уровень здесь не показывает. Первый я вот еще раньше зашел. Вот тут как раз-таки 661. Это уровень циста от теста. Ладно, первый вход можно не показывать. Зато второй. Поймете, да? Логику входа. Вот, пожалуйста. Цена пришла. Нас взяло в позицию. Зацепились мы как раз-таки от теста циста. Теперь куда таргетируемся? Вот, buy set азиатской сессии здесь, первый таргет. Но здесь я таргетировался так, еще выше. Я еще выше таргетил, думал, на фоне новостей мы сделаем еще глубокий откат. Но потом закрылся. После захвата Азии я закрылся. Азии, вот это ланч сессии. Как раз таки вот здесь у нас уровень цист. Вот он. Вот. Потому что... Сейчас покажу. Вот так сделаем, чтобы было понятно. Вот здесь у нас вход. Стоп, сюда. Можем. Вот так, стоп. Я бы поставил за последний LFG. Вот. Это LFG. Вот стоп можно ставить за LFG всегда. За свечу, которая формирует LFG. Это будет защищенный стоп тоже. И здесь, пожалуйста, 1 к 9 RR есть у нас. И моментально на фоне новостей, бам, сразу забрали. А почему? Ладно, вот так сделаем. Закрылись. Закрыть позицию. И на М15. Вот. Забрали. Начнется сейчас уже нью-йоркская сессия. Вот. В Нью-Йорке формируем SMT-дивергенцию. Вот. Все, что я ожидал на NASDAQ здесь, сделал S&P 500. Ну, NASDAQ, как вы все знаете, это ебаный инвалид. Когда ожидаешь здесь движения, всегда он порит. Ну, окей. Вот это движение, глубокий откат, я целился как раз-таки вот здесь вот. Еще выше. Вот это движение произошло на S&P 500. Потом пришлось закрываться уже вручную вот с этого уровня. И здесь у нас формируется... Так, сейчас, подожди, куда ты спешишь? Вот так сделаем. Вот. На 15-минутном таймфрейме. Вот 15-минутный таймфрейм. Формируется SMT-дивергенция между хаем, новостным хаем, вот этот хай, который сформировался на фоне новостей, и хай, который формировался здесь на S&P 500. S&P 500 поглощает, NASDAQ делает фейл. Затем 15-минутная свеча закрывается внутри рейнджа. Вот. Закрылась. И уже... Так. 15. Вот так сделаем тоже здесь. Вот отсюда можно было открывать шарты. У нас есть SMT-дивергенция есть. На M1 у нас есть еще и цист. Вот он. Снова по цист. Вы замечаете, что уровни цист, они отлично работают внутри MMXM моделей. Вот. Есть, зашли, и таргет уже
смело можно было таргетироваться на ликвидность, первую ликвидность, вот эту. Почему не на этот лоу, ребят? Хоть я на скрине показывал, что этот лоу стоит таргетом вообще вот здесь. Это protected low. Он защищенный, потому что вот этот low, что он делает? Он зачищал сессионную ликвидность. Зачищал. Вот это две сессии, даже, да, две сессии были зачищены. Поэтому это protected low. И таргетироваться было бы целесообразно на этот swing low. Либо на M5 посмотреть еще на младшей структуре, где у нас есть ликвидность. Вот, единственная ликвидность у нас, вот опять-таки этот лоу, вот он. Подтверждение сюда ставим. И плюс на M5, видите, это last FVG, последний уровень защиты. Вот он. И посмотрим, ну-ка, что, как цена вообще будет двигалась. Короткая позиция, мы здесь зашли, стоп ставим на M1 за свинг, который формирует SMT дивергенцию. Вот, стоп. Вот за этот. Так. И take profit у нас вот этот уровень, да? Вот. И тут уже RR 1 к 10 был бы. Был бы. И на M5 мы можем теперь быстренько это все прокрутить, посмотреть. Так. Моментально сразу цена улетает в нашу сторону. И бам, take profit есть. И как раз в нью-йоркской сессии мы забрали все, что нам нужно было. А это protected high, protected low. И мы видим, что как раз таки этот диапазон, он удерживает цену. Вот от этого диапазона цена разворачивается, потому что он зачищенный. И цена обратно идет уже для ребалансировки вот этого рейнджа. Но суть, да, теперь уже понятно, я думаю, всем, кто смотрел этот стрим. Ценовое движение, оно формировалось посредством MMXM моделей. И внутри MMXM моделей уровни ЦИС, вы сами увидели, как они отлично отрабатывают. Их, если знать, как определять эти уровни, то будет проще простого ловить моменты входа. Вот таким вот образом наша неделя отработала. В пятницу был Bank Holiday, никто особо не торговал. Есть одна сделка в пятницу у нас тоже. Это Ирина торговала, и она поймала вот это движение, этот лоу. Все опять-таки вот Displacement Candles, сформировался FVG, от теста был вход. И вот ликвидность, 4-часовая ликвидность была здесь в sell side. Вот, отлично. Цена даже не пыталась приблизиться к стопу. И вы видите то, что она тоже работала через ЦИС. Вот. Вот, ребята, таким вот образом отработали эту неделю. Неделя была интересная, довольно-таки. Ценовое движение тоже было интересным. Теперь, что нас ожидает на следующую неделю? Какие новости будут? Так, 4. На следующей неделе у нас только всего лишь 2 новости. В понедельник PMI и в среду заседание FOMS. Так что манипуляция недели может сформироваться именно в среду. В среду нужно наблюдать за ценовым движением и за закрытием 4-часовых циклов. Они покажут, в какую сторону дальше уже будет формироваться дистрибуция.
А понедельник PMI, оно будет просто как в качестве локального рейда ликвидности. PMI. И у нас начинается снова так новый месячный цикл. Так, это можем сейчас удалить. Так, где 2 degrees? Вот он. Да, как раз со следующей недели начинается у нас новый цикл месячный. И посмотрим, как будет формироваться Q1 нового месяца. Это будет говорить о многом. Всем спасибо, ребята. Желаю хороших выходных. Те, кто наблюдает, либо пришел за знаниями, либо по рекомендации просто увидеть, кто, что это за Тони Сопрано. Вот еще раз повторюсь. Посмотрите weekly рекапы, посмотрите работу, результаты студентов. И мой метод объяснения, если вам это подходит, если вам заходит, пишите ко мне в Telegram. Спрашивайте все по поводу курсов. Я все вам объясню, все дам, всю необходимую информацию. Если кто-то планирует обучаться. А всем остальным спасибо. Жду от вас комментарии, лайки, подписки. В плане скоро выпустить еще один новый урок касаемо темы дилинг рейнджей. Очень сильный тоже будет урок. Это новый урок от моего ментора. Я его переведу на русский язык и постараюсь объяснить для русскоговорящей аудитории. Всего доброго, ребята. Спасибо за лайки, за подписку. Хороших выходных. Пишите, подписывайтесь, обращайтесь. Пока-пока, ребят. Если есть вопросы, задавайте. Если все понятно, ставьте лайки. Да, еще один момент, что я хотел сказать, да, касаемо метода обучения. Если вы видели такой метод обучения, да, у меня основной курс в закрытой группе, студенты все обучаются по нему, и потом вот в режиме реального времени, в режиме реального рынка я в каждую неделю объясняю все это в YouTube на стримах. То есть получается, человек сначала приходит, изучает весь материал и видит работу этого материала каждую неделю. Да? Это не то, что некоторые там говорят, вот ты пришел, обучился, и потом дальше уже зависит от тебя. Вот весь материал мы тебе дали, и теперь все зависит от твоего мастерства. Сможешь ли, если сможешь понять, тут дальше уже будет легче, а если не сможешь, то, увы, значит, проблема в тебе. Такого нету. Метод у меня, вот, я объясняю, вы проходите обучение, потом это все вы видите на реальном рынке, как это все надо анализировать, как эти инструменты нужно использовать, на что нужно обращать внимание. И каждый студент, если он проходит какой-то там, допустим, первый блок, второй блок, третий блок, он видит отработку этого материала на реальном рынке. Не на истории, не на выгодных исторических там отрезках ценового движения. Допустим,
где отработал один метод. Ну, большинство же так показывают, делают сначала видео, ищут на истории именно где это отработало, потом на этом показывают. И потом другие, вау, блин, вот это, блин, охеренный ментор, он знает свое дело, да, на истории, блин. А у нас не такое. Каждую неделю я показываю все на реальном рынке. Не на истории, не на воде, не на демо-счете. И вы видите отработку студентов и мои. Это все реальный рынок. Поэтому тут уже совсем другой уровень. Не хочу быть... Не хочу казаться с хвастуном, но просто это констатация фактов. Да, и вы сами видите то, что это все возможно, да, и это все поддается логическому объяснению. Не то, что, блин, рынок хаотичен, рынок непредсказуем, мы торгуем вероятностями, и поэтому иногда случается такое. Нифига такого не бывает. Если ты понимаешь алгоритм, если ты понимаешь price action, то ты должен объяснить, ты должен уметь объяснить каждое движение, почему это пришло сюда, почему это произошло именно в этом отрезке времени, и что ожидать дальше, какой сценарий тебе можно ожидать. Да? Настоящий профессионал должен уметь отвечать на эти вопросы, а не то, что рынок хаотичен, блин, мы торгуем вероятностями, и все на этом, блядь. Так может любой трейдер отмазаться. Любой трейдер, ты можешь любого трейдера взять, сказать, что вот это ментор, и он делает какой-то прогноз. Если он отработал, значит, вау, это гений, а если не отработал, он будет говорить, блядь, ну это мы же торгуем с вероятностями. Никогда ты не сможешь предсказать рынок на 100%. Бля, это, это уже клоунада. Вот настоящие трейдеры, за кем я слежу и кого я сам считаю ментором, своим ментором, да, вот они именно попадают под такой критерий. Задай им любой вопрос. Почему цена вот здесь сделала такое движение? Почему здесь цена сформировала вот это? Они дадут тебе логическое объяснение, которое будет связано со всем ценовым движением, а не просто локально объяснил, а это, блядь, сука, просто висит на воздухе, никуда его не прицепишь, не приклеишь, и логику оттуда никакую не вытащишь. Вот те люди, у кого я обучаюсь, именно так и объясняют. Вот тогда ты уже начинаешь понимать, да, все цельно. У тебя, у тебя есть точка начала и точка Б, куда цена должна прийти. И вероятный сценарий. Либо А, либо Б. Но никогда не будет третьего сценария. В трейдинге не может быть третьего сценария. Да? Либо А идея, либо Б идея. А если уже человек говорит то, что, бля, это чисто вероятность такая, блин, мы рынок не можем предсказать. Недавно видел видео, где, бля, что он говорит? Рассказывал человек с Казахстана по поводу Каспий. По поводу Каспии. Он говорит то, что вот в Каспий ты никогда не сможешь предсказать их движение, потому что там огромные деньги вертятся, и они выделяют огромные деньги, чтобы программы, алгоритмы двигали этим всем, и у тебя нет никогда возможности предугадать рынок. Он говорит, это Каспий. А мы торгуем индексы. Недавно сюда вошел самый богатый человек в мире. Илон Маск со своей компанией. Триллионы где вертятся.
помимо этих триллионов, сами индексы, они сами по себе имеют огромную капитализацию. Вот тут, если этот человек пришел бы сюда торговать, да, или посмотрел бы, он бы, наверное, сказал бы: "Блядь, ребята, просто даже близко не подходите к индексам. Здесь у вас вообще нету шансов хоть как-то предугадать рынок, потому что тут такие деньги крутятся". Бля. А мы тут каждую неделю, да, чё делаем? Семечки грызем, сидим. Поэтому есть разные люди. Просто нужно, уметь фильтровать, кто говорит правду, кто несет реальную информацию, а кто просто продает воздух. Ладно, ребят, все, пора закругляться мне. Пока-пока. Всего доброго.